Приветствую вас, друзья, на канале Рыболов Копатель. Приветствую вас. Всем привет. И мы снова двигаемся на раскопки. Едем на поля паханые. Будем бродить там целый день. Погода обещает быть просто замечательной. Пока что немного облачно, но должно распогодиться, и погода будет солнечной. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь. Мы обязательно что-нибудь найдем интересное сегодня. По-другому просто не может быть. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и ставьте палец вверх. Вон гусей сколько на поле. Сейчас пойдем бродить за приключениями, друзья. Всем очки выдал, сказал всем в одинаковых, приказал ходить. Антон, ты надел очки? Обязательно. Кошмар. А вы, генерал, в очках уже или нет? А? Генерал, вы в очках? Обязательно. Только вышли на поле, уже генерал уже моет находку. Вау, от сундука от какого-то. Что такое было? А, тут, наверное, ручка была, скорее всего. Да, держаться. Скорее всего, была ручка. Так вот, чик-чик. Ну, да, вот так, скорее всего. Бум-бум. Заходило что-то. Класс. Молодец. Стараемся. Часто топоры эти стали попадаться, вот которые тесать. С одной стороны плоский, такой погрызанный уже хорошо. В последнее время что-то лезут они, прям топоры эти. Тоненький сигнальчик был. Ой, какой цвет сначала был, ребят. Вы даже не представляете. Посмотрите. Какой она цвет дала. Я чуть не это самое. Не повелся уже. Пятак 39-го. Пфенигов я уже надолбил, наверное, с десяток точно. Ну, такого супер-мега ничего нету. Такие все ходовые фениги. Что у ребят интересно? Следую вдоль канавы. И советская гильза мне попалась. 40-й год. Пробитая, все. Латунь вот в накопитель пойдет. Антон звонил, там запонку нашел, говорит. Генерал что-то тоже какие-то гроши вроде польские нашел. Короче, ходим. Надо отдать должное этим местам. В этом районе встречается очень много дичи. Не часто ее удается заснять, потому что пока лезешь за камерой, они уже скрываются. Но иногда бывают такие экземпляры, которые выходят и чуть ли не позируют. Еще совсем не пуганые. Так же, как и эта косуля, которая скрылась за холмом. Интересная штукенция вылетела. Смотрите. То ли какая-то накладка, то ли самостоятельный элемент.
Все в пупырышках, уши какие-то, какая-то ретро-будда-сова, я бы сказал. Что-то непонятное. Даже не знаю, подсказывайте, друзья, к чему относится. Тут даже трудно предположить. Глюкогенова сова какая-то. Понаблюдаем за генералом. Что ты нашел? Руками раздает. Крот настоящий. Подойдем поближе. Генерал тут на поле помойку надыбал. Опять амоловские, как в прошлый раз мне попадались. Бутылочки всякие. Винная. Все запрессовано, да, генерал, там? Да. Жестко, конечно. Прям на пахоте, в месте, где стоял дом, генералу удалось назвонить. Что-то типа помоечного сброса. Несколько бутылок, стекло. Ну и какая-то большая пластина, которая снизу звенит. Ну и торчит какой-то бокал или фужер. На тот момент еще было непонятно. Все обложено камнями, и генерал пытается добраться до истины. Посудина. О, неужели целый? Класс. Значит, здесь склад. А, блин, отбитая это. Чуть-чуть. Без всяких рисунков, без ничего, да? Ну. Там он какая-то крышка идет. Как будто бочки или чего-то. Представляете, там бочка будет, ребят. Звук глухой, да? Ввиду того, что за бортом дул сильный ветер, озвучку приходилось делать уже в домашних условиях. И вот генерал достал рамку. Изначально было похоже, что рамка как будто бы печная, но нет, потому что она была присоединена еще к листу, который на данных кадрах, вы видите, находится пока в грунте. С усилием удалось извлечь. И вуаля, под ним была бутылка от медицины. По-моему, это обезболивающее средство с якорем. Бутылка. Только дедушка выкинул вот такую вот лайкушечку. И вам, говорит, тоже, ребята, ставьте этим кротам лайкосики. Пишите комментосики. Волк или же собака? Довольно-таки крупный след. Что скажете? У меня верховая находка, и, по-моему, это обручальное кольцо. Медная, похоже. Даже позолота какая-то. Проглядывается. Подошел к месту, где стоял дом.
птицы поют вовсю по-весеннему. И опять топор, ребят. Посмотрите, второй к ряду. Топор на топоре. Что ж ты с ними будешь делать-то, а? Положим пока здесь. Интересный сигнал был. Вроде как монета. Торчит. И вроде как что-то не стандарт. О, похоже, польские, что ли, дела опять. Ну да. 2 гроша. Не так давно 50 находил. А здесь двоечка. Запатинированная хорошо. Речи Посполитая. Потом помоем в конце. Так, опять неплохой сигнал. И снова какая-то а-ля лилия. Не знаю, что это было. Заколка какая-то. А может и брошь. Такое сегодня все какое-то похожее друг на друга попадается. Типовое. Типовой коп. Стандартизированный. Коп типовой, стандартизированный. А вот монетки не совсем типовые. И на этот раз вот такая симпатичная двоечка 1900 года с подозрением на Австро-Венгрию. Кстати, именно на этом доме генерал откопал монету Николая I. Набор по географии довольно-таки обширный. Чего тут уже только не попадалось. Пойду до генерала дойду. Антон далеко, вижу его, но папашне далековато до него идти. Пойду до генерала прогуляюсь. Помыли инструмент. Подводим итоги. Ну, цветника сразу скажу. Я уже 2 захода отнес. И еще цветных сигналов очень много. Из полезного лично у меня вот так сегодня получилось. Не густо, скажем. Ну, монетки какие-то были. Вот эти вот безделушечки. Пряжечки. Вот это вот монета. Я не знаю, что это. Франция или нет. Орел смущает. 1900 год. Двоечка. Два гроша. Речь Посполитая. В прошлый раз здесь 50 грошей мне таких попались, в этот раз 2. И генерал сегодня тоже. Сколько у вас там по номиналу был ее? Пфениги в разных вариациях и исполнениях. Пару советов. Вот такая пробка из Инстербурга. Обручалка. Некогда в позолоте, но медная. Уже который раз мы здесь и что-то еще находим. Все по тем же местам. А, да? 1865. Переходим к генералу и потом дождемся Антона. Это 50 пфенигов. Посмотри, как их надуло.
4 пфенига. Не так часто они попадаются. 90-я часть талера. Пуговка с орлом. Братья Бух. Санкт-Петербург. Российская империя. Вот это вот прикольная чебурда. Ну и бутылочка, обезболка и стакан. А вот это какая-то башня, походу, была, или что это, даже непонятно. Здесь жалко, скол есть. Такой результат, друзья. Ну что, ждем Антона. И за чебуреками в Толпаке мочить цирк на ТНТ. Дождались Антона. На улице непогода лютая начинается, друзья. Ветер. Вот там дождь на горизонте клином идет. Будем сваливать. Сейчас Антон продемонстрирует свои находки. Кошерные, конечно же. Что нашел? Жбонькую. Ничего себе. Да ты часы соберешь не сегодня, а завтра. Да. Свой собственный будильник. Не, заводилка как раз. А, у генерала заводилка есть, он в аренду Как даст. там по-немецки? Гумишут. Кстати, с Германии. Опа, смотри. Оп. Сукарики Опять серебра. мертвые. Опять серебра нету. Начинается. Советы. Фенинги. Тоже какой-то фенинг съеденный. Монетки есть, что-то есть. Советы. Пуговки цветные. Мертвые. О, самое прикольное. Запонка, да? Угу. Ну вот еще одну найдешь и будешь ходить. В запонках, как ферзь. Скруч Макдак. Ну все, ребят, устали, поедем Куда? куда-нибудь отсюда. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.